Надеюсь, обилие типовых задач ЕГЭ не притупило ваше умение думать. Вот в нынешней задаче без такого умения, конечно, никуда. Судите сами. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км в час и находится на расстоянии 5 км от перекрестка. Второй же движется со скоростью 30 км в час и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. Через сколько минут расстояние между велосипедистами станет наименьшим? Каково будет это наименьшее расстояние? Если вы подумали над этой задачей, то смело можете смотреть разбор. На моей схемке первый велосипедист колесит слева направо, а второй сверху вниз. Или с севера на юг, если угодно. Скорости их даны, расстояние до перекрестка тоже. Это уже немало. Давайте-ка отметим две такие хорошие точки А и Б, которые будут означать положение велосипедистов через Т часов. Первый явно спешит на Тур де Франс со своей скоростью 40 км в час. За Т часов проезжает 40 Т километров. Второй у нас выпускник детско-юношеской школы Олимпийского резерва за Т часов проедет 30 Т километров. Отлично, мы сейчас можем найти отрезочек АО, например, как разность МО и АМ. То есть АО это 5 километров минус 40 Т километров. БО по аналогии 3 километра минус 30 Т километров. Стоит понимать, что такой случай расположения точек А и Б является частным. Никто не мешал велосипедистам, первому ли, второму ли, может быть обоим сразу, проехать перекресток. То есть точка А может оказаться вне отрезка МО, точно так же точка Б вне отрезка НО. Рассмотрите эти случаи, чтобы понять, почему функция, которая появится сейчас во втором пункте, записана верно для любого расположения этих точек А и Б. Вот она, кстати, и сама, функция S, которая считает в любой момент времени t, выраженное в часах, расстояние между точками А и Б. Все это записано с помощью теоремы Пифагора. Наша функция содержит только одну переменную t. Супер! Сейчас так и запишем. Наше расстояние, зависящее от t, посчитается вот так. Здесь просто раскрыты скобки и приведены подобные. Правда, это не трудно. Третий пункт. Исследуем нашу функцию. Кстати, а какая здесь производная? Как считаете? Да производная-то хорошая, только в этот раз мы сможем управиться без нее. Смотрите, функция корня монотонно возрастает. Значит, все зависит от квадратичной функции в подкоренном выражении. Любой восьмиклассник вам скажет, что графиком такой функции является парабола, и ветви ее направлены вверх. Получается, вершина параболы будет являться точкой минимума, а абсцисса этой самой вершины находится по формуле минус b, деленное на 2a. В нашем случае это 580, деленное аж на 5000. Если эту дробь сократить, мы получим 29,250 часов или 6,2425 минут. Именно через это время расстояние между велосипедистами будет наименьшим. По условию задачки нас еще просили найти это наименьшее расстояние. Давайте-ка этим займемся. Сейчас я переписал функцию расстояния между велосипедистами. Ее я не менял, как была, так и осталась. Вот и точка минимума явилась вашим очам. И сейчас мы подставим t, выраженное в часах, в нашу функцию. Поскольку меня просили писать все подробно, сейчас мы оттянемся. Будем умножать числа, сокращать дроби, извлекать корни. В общем, делать все то, что я люблю, хотя и не умею. Итак, как только будет дописана функция, начнутся сокращения. 2500 и 250 сокращаются, полученные 10 и нолик уходят. Вот тут еще нули исчезли, и теперь мы это дело запишем под общий знаменатель. Знаменатель 25, кстати. 29 в квадрате, 58 это 2 на 29, 34 домножаем на 25. Итог этому одна дробь под корнем. 34 на 25 это 850, чуть помладше Москвы, и минус 841 это 29 в квадрате. Ну что ж, корень из 9,25 это 3/5 километра. Вот он ответ задачи. Просили, во-первых, время в минутах 6,2425, а еще расстояние между велосипедистами 3/5 километра. Задача решена, все, кто ее осилил, большие молодцы.